Энтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, долгожданная коррекция. Все хотели коррекции, все хотели коррекции. Вот вам коррекция. Ой, я уже немножко устаю. Сегодня немного позже записал видео. Вчера делали мы стрим. Уже столько выпито литров кофе за этот бычий цикл, что просто хочется уже какого-то отдыха. Иногда думаю вообще закинуть YouTube и не писать никакие видосы. Но каждый подписчик говорит типа, пиши утром видосы, мы без тебя не можем. Итак, ну что, биток 3,5%, эфириум 2,9%. Довольно-таки неплохо. Эфир крепок. Скорректировался не сильно. Solana сильно пострадала. Ну, вообще было 209. Сейчас откатили на 188. Можно здесь, в принципе, рассматривать какие-то лонги, набирать, но это нужно лезть на фичи. Я никому не рекомендую лезть на фичи. Лучше сидеть на споте. Вот что. И капитализация рынка чуть откатила. Не очень, конечно же, хорошо, что капа у нас откатывает, но что сделаешь. У нас была коррекция небольшая, то капа стояла на месте. На месте, и капитализация на месте стоит, и видно, что рынок откатывает. Ну, не очень так и сильно и пострадала была тогда капитализация. Ну, сейчас мы видим, что есть отток капитала. Давайте-ка мы посмотрим отток капитала, что у нас по притокам, по оттокам. Может быть такое, что они просто рисуют нам такую капитализацию. 14 августа, сегодня 15. Был у нас отток через ETF. Биткоин 292 миллиарда долларов. Или миллиона долларов. Тут уже, короче говоря, все сливается в глазах. Не, но все равно мы видим то, что 292 красное минус. Что у нас по эфириуму? Здесь у нас... А здесь у нас наоборот был приток. Это хорошо. Это хорошо. Сейчас хоть даже и от эфириума отток. Так, и смотрим то, что у нас Solana. 13 ярдов. Неплохо. Неплохо. Соланку, я думаю, что можно удерживать. Ну, я не говорю о том, чтобы ее покупать по 200 долларов, а удерживать, потому как я ее покупал намного ранее. Удержать можно, посмотреть, что у нас здесь произойдет с Соланой. Вот. Ну, а так то что, альткоины неплохо держатся. Биток 119, уже идут откупы. Эфириум 4636, XRP 3, BNB 849, Solana 195. Чуть-чуть откатила конкретно. И Tron. Вчера у нас в Телеграме обсуждали про Tron. Смотрите, интересный момент. Если ты просто бы прикупил бы Трона хотя бы на 1000 долларов и ничего не делал, и ничего тебе не нужно делать. Просто в восходящем тренде. Все время, смотрите. Здесь вообще какие-то 1 цент, можно было по 1 цент купить. Это уже получается у нас 35 иксов. На 1000 баксов прикупил, 35 тысяч забрал. Тут у нас тоже постоянно восходящий тренд. Это просто трэш. Трон такое творит, что это просто невыносимо. Сейчас, конечно, с текущих забирать, ну, Трон брать, это глупо, конечно. Но фишка в том, что здесь уже бычка состоялась конкретная. И здесь порядка 10 иксов есть уже. Ну, это просто трэш. Я думаю, что здесь Трон будет стоить в диапазоне 50 центов, 1 доллар. Вот, в принципе, вот так вот. Тяжелый актив, просто переложил все бабки, которые у тебя есть, в Трон и забрал, ну, порядка еще 3 иксов. Но мы заработали на чем-то другом и переложили еще какие-то высокорисковые активы, и они нас соскамили. Но это просто трэш. Это просто трэш. Итак, что у нас по эфириуму? По эфириуму давайте посмотрим доминацию на 4-часовике. Продолжает расти доминация. Мы здесь даже восстановились. И, ну, здесь просто зеленая палка. Смотрите, мы это все дело пробили. Вот, мы рассматривали доминацию очень давно. Очень давно. Это было где-то, наверное, ну, я знаю, наверное, в июне, в конец июня где-то было вот так вот. У нас здесь был такой вот тренд локальный. Мы его пробили. Вернулись на ретест данного тренда. 7,1%, 7,10 это у нас уже было минимальное.
Ну просто капец. Вот сейчас я думаю, что у большинства людей фома есть, потому как эфир просто никто не покупал весной, особенно вот здесь вот этой точки, а эфир перформит. Да, у меня самого даже фома есть. У меня фома есть то, что я мог даже весь портфель в минус слить и перелить в эфириум. Есть люди, конечно, у нас в чате, они неоднократно писали то, что все это скинули шлак и перешли в эфир и все. Но я еще держу. Эфир у меня тоже есть, но я еще держу альткоины. Посмотрим, что у нас получится. Solana, Pepe, там у меня вообще топчики. Посмотрим. Даже сегодня, смотрите, дневка, доминация битка просто летит вверх. Летит вверх, потому как, ну, страдает биток намного меньше, чем... Ой, страдает эфириум намного меньше, чем биткоин. И доминация не битка, а эфириум. Я уже заговариваюсь. Доминация эфириума у нас просто летит вверх. И тут у нас есть еще один момент. То, что нам нужно добраться до диапазона 15%. Вот что. А это как раз у нас, смотрите, июнь 24 год. То самое начало, откуда начался у нас спотовый ETF эфириума. Вот июнь, август 24 год и пошел слив по эфиру. Вот нам нужно сюда добраться. Я думаю, что как только мы сюда доберемся, вот здесь уже начнется альт-сезон. Если мы посмотрим глобально, вот, то доминирование эфириума у нас, но здесь нету восходящего тренда, здесь есть нисходящий тренд. Может быть такое, что мы придем сюда, в верхнюю часть канала, и здесь у нас уже есть сильнейший блок сопротивления. И может они здесь вот включат альт-сезон. И у нас будет доминация эфириума, здесь ходить в боковике какой-то определенный момент времени, да. И тут у нас будет тот самый альт-сезон. Но альт-сезона пока что нету, не включают они. Похожая ситуация была у нас, допустим, январь 2020 год, да. Мы росли, и альт-сезон был только вот здесь вот. Апрель, март 21 год. Вот здесь вот у нас начался альт-сезон в этом боковике. То, что мы палкой летим вверх, это не говорит о том, что сейчас альт-сезон. Просто рынок двинулся за битком и эфириумом, это уже радует, то, что потихоньку начинает все это дело восстанавливаться. Но альт-сезона нету. Нам нужно, по всей видимости, здесь еще порасти в диапазон 15%, рисовать боковик, и там будет альт-сезон. Если мы посмотрим эфир относительно биткоина, то здесь, в принципе, все отрабатывает как и планировалось. Первый план, то, что мы протестируем первую локальную трендовую линию. Вот она. Мы ее протестировали, просто пробили. Пробили, потом вернулись на ретест, восстановились и дальше пошли расти. Первая трендовая линия уже отработала, она нам не нужна, почистим графики. Само собой, скользяшки, видно то, что глубокая была медвежка, скользяшки здесь развернулись. И сейчас мы идем тестить вот эту вот бирюзовую скользяшку, это у нас сотая скользяшка. Потом у нас был второй тренд, вот здесь вот, мы его тоже пробили. Мы его уже уберем, он нам не нужен. Мы его пробили. Мы тоже ожидали пробития данного тренда. Мы его пробили и улетели выше. Сейчас у нас касание третьего тренда. Вот, это третий тренд, который берет свое начало с сентября 2022 года. Вот. И тут у нас уже, конечно же, если посмотреть, то мы с текущих, даже в прошлом цикле, уже здесь просто и шла парабола. Просто парабола. 2, 3, 4 недели у нас просто доминация эфириума летела вверх. Как раз это может совпасть с тем, с тем планом, который я озвучивал, что мы сможем с вами расти вплоть до октября месяца. И вот эти вот 11 недель у нас будут самые заключительные на крипторынке. Вот эти вот 11 недель у нас будут заключительные, потому как будет падать доминация биткоина.
в этот момент мы можем тоже увидеть здесь параболическую фазу роста по доминации эфириума и вот такой вот боковик. Мы можем даже взять шаблон бары, к примеру, да. Но здесь у нас еще была коррекция. Могут ли такую коррекцию нам устроить, мы не знаем, конечно же. Но будем, конечно же, очень осторожны. Могут они все, что хочешь, могут сделать. Даже если с учетом коррекции мы можем пробить трендовую линию, синюю, так, оттестить бирюзовую скользяшку. Вот. Это у нас сильнейшая сотая скользяшка. Мы ее можем ретестнуть. Вот у нас, допустим, здесь вот будет касание. Бирюзовая скользяшка у нас останавливается в диапазоне 0,04142. Мы можем в ближайшее время достигнуть вот этих вот целей. Вот. Это у нас биток относительно, вернее, эфириум относительно битка. Вот мы можем достигнуть вот так вот все это дело. Потом вернуться на ретест вот этой синей трендовой линии. Здесь еще потоптаться пару недель. После ретеста будет сильнейшая реакция и импульс вверх просто. И мы улетаем, ну, как минимум там на 0,062. Может быть такое, что мы уйдем даже 0,83 или 0,07. Так как я, в принципе, предполагал. Я думаю, что здесь вот будет у нас боковик по доминации эфира относительно битка. И тут мы с вами уже можем увидеть альт-сезон. Может такое, что некоторые альткоины намного раньше начнут отстреливать, чем мы здесь окажемся. И это как раз здесь может быть, ну, ближе к октябрю месяцу. Вот как раз у нас 20 октября. Вот. Вот, в принципе, вот такой вот у нас план может произойти. Мы можем это все дело вот так вот примерно сделать. Вот. И это будет где-то там, пускай на октябрь месяц. Но осталось недолго ждать. Я думаю, что 11 недель и полная развязка событий будет. То, что у тебя в портфеле, оно уже должно будет здесь показать. Поддаваться эйфории сильно не будем. Потому как все что угодно может произойти на этом рынке. Здесь у нас тоже вроде бы был разворот, потом все развернули вниз. Но это был 2020 год. И еще не было халвинга биткоина. А здесь у нас уже и произошел и халвинг биткоина, и все произошло. Осталось только запампить эфириум и развернуть рынок на медвежку. Все. Трендовая линия у нас пробивается, уже видно. Вот, она уже у нас даже пробита. И здесь, в принципе, вот в этом блоке мы рассматривали то, что здесь будет остановка. Остановка, здесь у нас сильнейший тренд идет, который еще берет свое начало с сентября 2022 года. Здесь они все это дело приостановят, по всей видимости. И мы видим, так оно в принципе и происходит. Приостановили, они здесь могут поколбасить, ну, наверное, до числа так 20 августа, я думаю, что здесь будет боковик. А дальше посмотрим. В принципе, а дальше будем смотреть. Рынок у нас неплохо держится. Неплохо держится. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Коррекция есть. Будут брить лонговиков по-любому. И сейчас уже снесли, по всей видимости, 10-е плечи. Так что вот такие вот, друзья, дела. Я думаю, что основной движ на крипторынке начнется у нас с понедельника следующей недельки. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.